привет! Сегодня в выпуске я покажу крупный и современный город Черногории Бар, в котором расположены самые большие религиозные архитектурные сооружения страны. Сейчас, например, мы проезжаем католический кафедральный собор Святого Петра. Кстати, первое известное название города – Антибариос. Так он был назван из-за того, что находится прямо напротив итальянского города Бари. На сегодняшний день Бар – главный порт Черногории и важный транспортный узел, связывающий Черногорию с Италией паромным сообщением, а Сербию – железнодорожным. Развито и автобусное сообщение. Доехать отсюда можно в города Хорватии, Сербии, Албании, Боснии и Герцеговины и другие страны. Как и положено приморскому городу, Бар имеет несколько пляжей и огромную набережную. Кстати, Бар считается одним из самых солнечных городов Европы. Вот мы приехали в город Бар, поближе к набережной главной. Это бесплатная парковка, называется парковка у дворца. Здесь есть парковка бесплатная, большая, круглосуточная у дворца короля Никола. Здесь такая природа, конечно, классная, очень много пальм, цветов, воздух превосходный. Так что сейчас посмотрим.
короткие выводы от Андрея. Андрюш, скажи вывод короткий, что нам кажется, продукты подешевле, да, но в плане напитки точно. Здесь такой больше город, ну, наверное, меньше туристов, такой город-город. Например, кофе стоит уже не евро 80, как везде, а евро 50. Пиво стоит, ну я Carlsberg взяла, но 4 евро. Но если брать, например, Туборг, как везде, то везде он стоит 4,50 большой разливной, а здесь... Помоги, пожалуйста, Андрюш, мне... Туборг стоит 3. То есть не 4,50 большой Туборг, я хочу показать просто, чтобы не голословное быть. Ну вот, разливное, вот это точено, это означает разливное. Здесь Туборг 0,5, 3 евро, а везде 4,50 в Ульсене. И кофе здесь дешевле. И в целом, я думаю, лежаки тоже дешевле, просто мы не видели штендеров с прайсом, да, то есть не знаю, но по ощущениям здесь, ну, во-первых, здесь меньше людей. То есть можно спокойно дикарем прийти, не друг на дружке будете лежать, а будет большое расстояние между вами, то есть свободно. То есть можно и не брать лежаки. Вот, по размещению я сегодня вечером посмотрю, сколько, например, вот этот отель «Принцесса» стоит. Ну, просто интересно, как бы, сравнить цены на размещение. Цены за комплект на этом пляже рядом с отелем «Принцесса» 10 евро. Дешевле, чем везде. Везде 15-20. Здесь 10 евро. Но проживание сейчас на букинге посмотрела. Отзывы очень хорошие об этом отеле. Проживание стоит 140 евро в сутки. Ну, так себе. То есть мы за 8 ночей в Ульсене в крепости заплатили 400 евро. А здесь 140 евро стоит одна ночь. Может быть, если заранее какие-то вот серии апартов, может быть... Я думаю, что все заранее просто какие-то хорошие апарты расхватали. Поэтому мы на букинге никаких вариантов интересных не нашли. Даже думаю, что даже этот отель, то есть это потому что далеко. по ценам на пляж и на напитки здесь вообще классно. Все заранее. Ну да. А так, ну вот именно на напитки цены дешевле, чем в Ульсене. И плюс еще немаловажный фактор про парковки, да, скажем. Да, здесь есть много бесплатных мест для парковки. Можно припарковаться фактически где хочешь. Но точно выбор есть. Нет такого столпотворения, наверное, и туристов, и не туристов в совокупности. И нет, соответственно, такой прям системы платных парковок глобальных, потому как мест все-таки не хватает всем. Нет такого. Да, мест очень много парковочных, мест всем хватает, поэтому в плане парковки здесь спокойнее. Не надо тратить баснословные суммы денег на платные паркинги, шлагбаумы. С этой точки зрения это то. А, и еще это на равнинной местности. То есть рельеф больше равнинный, чем горный, здесь именно в городской части. И это круто. Не надо никуда карабкаться. Да, зарезервировано.
Там все столы. Дегустируем черногорский Гиннес. Понятно, он ирландский, но мы его дегустируем в Черногории. Вкусы есть, значит хороший. Все правильно сделали. Он прекрасен. На самом деле мы сейчас с вами гуляли по так называемому новому бару, а сейчас мы едем в старый бар, который расположен на несколько удаленном от побережья холме. Старый бар – это один из самых древних городов Черногории. Сначала это было лишь небольшое поселение у подножия горы Румии, где искал Билли ключи. В III веке нашей эры его покорили римляне. Новые хозяева выстроили вокруг него крепость, и расположившееся под его защитой поселение постепенно превратилось в зажиточный городок. Сейчас крепость Старого Бара – это примерно 4 гектара сплошного музея под открытым небом. Сегодня полуразрушенные укрепления и городские стены Старого Бара обросли новыми постройками с уютными ресторанами и сувенирными магазинчиками. Мы решили посвятить этот вечер черногорской кухне и зашли в семейный ресторан, расположенный на входе в старый город. Андрей показывает жестом, что я должна заснять название этого прекрасного заведения. Я не знаю, почему здесь сейчас так немноголюдно. Нам это место рекомендовал владелец ресторана, куда мы ходим в Ульсане каждый вечер. Сказал, будете в баре, заедьте. И вот это вот место, оно очень хорошее. Но действительно здесь потрясающий вид на старый город. Опять-таки цены ниже, чем в Ульсане на еду. Ну, так что... Если бы мы жили в баре, то мы бы сюда ездили. Здесь очень много заведений разных, но вечером, да, когда жара спадает. Нет жары такой, просто утром все равно уже много туристов утром же привозят. А в жару, конечно, ходить хорошо даже вот в такую погоду и в такое время суток рассматривать. Но это нужно многим людям, тот, кто, наверное, здесь рядом не живет, это прям специально нужно как-то там, да, приехать, и вечерних, я думаю, экскурсий, если не сказать не существует, то, скорее всего, какое-то ограниченное предложение, чтобы привезли именно туристов вот в такое время, чтобы спокойно показать, чтобы не было сильно жарко. По-моему, тоже прекрасно. Кстати, заведений-то с верандами, мне кажется, не так уж и много, с балкончиком. Вот сзади тебя есть, но у них балкончик смотрит на другую сторону, не на крепость. Это совсем вот с другой стороны, если повернешься, посмотришь. Часы на крепости. Да, на крепости часы. 7:30. Интересно, они корректное время показывают? По-моему, да. Андрей, что у тебя сегодня на ужин? Что это такое? Каймак. Каймак? Да. Так, это что-то среднее между молоком и сыром. Да. Очень вкусно, божественное. Просто нужно на булочку намазывать. Это прошут. Такая ветчина, можно сказать. Такая вяленая. Это локальная, да? Ты добавишь, что это локальная. И шопский салат. Шопский салат очень похож на греческий. Здесь только сыр другой. тертый. Сыр тертый, очень вкусный, да. Еще мне нравится, что здесь очищают огурцы от кожуры, чтобы не горький, да. Чтобы он был не горький. Перчик тут вкусный. Мелко нарезанный лучок. Классненький. Еще мы заказали чорбу. Чорба — это суп, как наша уха. Здесь называется чорба из морепродуктов. Как правило, из 3 видов рыб. Как правило, да, из 3 видов рыб. Из 3 видов рыбы. И шашлык попробуем из телятины. –
Андрей смеется надо мной, потому что я уже, наверное, минут 15 жду, когда остынет суп. Обожгла язык. Короче, подача супа не такая, как у нас была в Арагосте в Ульцине, очень горячая. Я уже там и лимон сбрызнула, и накидала туда хлеба, чтобы хлеб в себя этот жар, да, в себя вобрал. Эту горячительную смесь. И, короче, кубики льда туда кинула, которые вообще-то должны были идти в бокал с вином, чтобы он поскорее остыл. Но он не остывает. Я сижу, как дура на него смотрю, вместо того, чтобы начинать его есть. Ужас, просто ужас. Смеркалось. А суп все никак не остывал. Придется по темноте ехать домой в Ульцин.